Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Leslie Games. И сегодня у нас на обзоре Йох. Да-да, тяжелый американский танк 10-го левела, проходная прокачиваемая ветка М5Y. Вот такая вот луноходная какая-то машина, да. И прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео и подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а я предлагаю сначала Йохт, собственно, разобрать по броне. Пойдемте глянем, собственно, а какая броня у данного агрегата. Итак, господа, Collision модель нашего Йоха 10-го левела. И смотрите, весь желто-зеленый, наверное, все, брони-то нету. Видите, Collision модель как рисуется, да. Давайте мы его правильно поставим. Так, гусеница, вот так, да. У нас закругленный весь везде такой овальный корпус, собственно, как и башня. НЛД 205, краям рикошет. 234, 220, ну в целом нас сюда десятки, девятки, да и восьмерки пробивают в принципе нормально. Центральная часть 266 и уже это хорошо, да, 338, 310, вот центр ему лучше не стрелять. Теперь ВЛД яйцеподобное, снизу 253, сверху 246, 243, так, может я его неправильно поставил? Да нет, правильно стоит, да. Вот, здесь, понятно, вот эти места будут рикошетные. В целом, корпус, конечно, слабый. В принципе, нас... что это за броня? Если обычными снарядами будут стрелять, вероятно, куда стрельнут, да, что-то можем зарикошетить. Но уверенности полной нету. До башни у нас вот такие крепления, уши есть башни. Давайте на них посмотрим. А что у нас там? 266 вот эти углы, 267. Здесь у нас 232, 240. Ну, короче, тоже пробивается. И очень даже, в принципе, нормально пробивается. Вот эти части 329. Вот у нас крепежи угловые, вот эти вот в углах самых. По 180. Ё-моё. Беда, беда, беда. Ладно, переходим к самой башне. Вот башня здесь интереснее все гораздо. Вот эти нижние углы хорошо защищены. Под стволом рикошет у нас вот все вытянутая башня, да. Под стволом рикошеты сплошные, приведенная броня, рикошеты, не пробить, не пробить. А кругляк вокруг ствола тоже. И здесь тоже мест уязвимых нету. Сверху у нас 350, 600. Вот здесь 500, ничего не пробивается. Верхняя планочка у нас 63 по правилу 3 калибров, там от 190 миллиметров. Калибром можно только закинуть. Ничего не пробивается, короче, ребят, здесь. Вот башня зашита очень хорошо и бесполезно. Лючок 170. Он расположен в задней части. Знаем наши УВН. И, соответственно, конечно, когда он будет играть от УВНов, он все равно, в принципе, конечно, лючок будет показывать. Но, да. Боковое бронирование у нас 89. Танковать от борта он может, в принципе. Рикошеты, за счет рикошета, главное не перекручивать. Вот перекрутили, и вот здесь уже бьется. Не перекрутили, и здесь тоже вот в этом клюве, как начинает, он все равно бьется. То есть вот это ослабленная зона верхняя. Плюс, соответственно, смотря как он на вас будет смотреть, если будет вот так башню отворачивать, можно ему вот сюда вот сечь. Вот такое вот, господа, бронирование. Итак, с броней разобрались. Идем смотреть интересное. Пушечки наши. У нас их две, да, пушечки. Стоковое орудие 10-го левела и 10-го топовое. Различия у них в альфе 360-440 и бронепробитие. На стоке бронепробитие, что на основном, что на голдове, на порядок выше. 268 против 252 и на голде 315 против 300. Ага, заряжается это 8 с небольшим секунд, это 11. ДПМ на стоке по понятным причинам выше. Связка альфы с временем заряжания. Вот, точность на стоковом лучше, 0.35, 0.38. Здесь 2 секунды время сведения, здесь 2,5. Сначала мы сыграем бой на стоке. Потом
перейдем на топовое орудие, купим. И сегодня у нас в обзоре два боя. Сначала на стоковом орудии, потом на топовом. Поэтому не уходите, смотрите, так сказать, бои. Вот. Что касаемо полевой модернизации. Вездеходная ходовая во втором блоке. Вот. Здесь отстройка параллакса обязательно, да. Точность еще себе улучшаем. Время сведения, в принципе, меньше 2 секунд уже нормально. Звукоизоляцию в пятом блоке. Здесь нам что нужно? А здесь нам что нужно? А нам здесь ничего не нужно. А здесь? Ага. От разброса при движении ходовой. Вот здесь тоже я ничего не выкачивал. 7 и 8 блок Йоху не нужен. Вот. А здесь, ну, я бы рекомендовал взять огневую мощь. Да. Она нам пригодится, тем более, что по оборудованию мы ставим досел, ставим закалку и стаб. Да. Я что на стоковое орудие стаб ставлю, что на топовое. Стабилизация мне очень всегда важна на тяжелых танках. По снарядам. Основной снаряд у нас подкалиберный, летит почти 1500 метров в секунду. Супер-супер. Голда у нас кумулятивный и скорость полета тоже шикарнейшая. Почти 1200 метров. Это вот для кумулятивных снарядов практически рекорд. Вот. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель я поставил доп. Паёк. 4 члена экипажа, перки наблюдаете перед собой в табличке. По огневой мощи сначала. Касаемо стокового орудия. У нас, как мы уже все там просмотрели, добавим только одно. У нас УВН минус 10 присутствует. И помним броню в башне. Помним, что у нас тут только лючок ослабленный. В принципе, башня нормальная. Если дергаться, в лючок могут и не выцелить. Но при танковании от башни нам начинает портить всю картину вот эти вот вещи. К сожалению. Вот. Снаряды быстрые. УВН есть. Броня в башне в принципе есть. Вот. Альфа для того времени заряжания там 8 с небольшим секунд, а вот при экипаже и вот таком сбором, вот при таком оборудовании, да, у нас получается меньше 7 секунд для такой альфы. Вполне себе, вполне. У нас ДПМ вырос до 3300. Поэтому касаемо огневой мощи вопросов нету даже на стоке. Вот. Касаемо топового орудия, ну, раскачанное время заряжания там будет менее 10 секунд. 9 с чем-то, когда мы ее поставим. Вот. Тоже есть УВН, и все есть. Скорость полета снаряда там чуть-чуть похуже. И самое плохое на топовом орудии, это, конечно, бронепробитие. Но хорошая альфа. Ладно, это касаемо огневой мощи. По живучести 2420, средняя по песку 10 левела, да. Теперь касаемо мобильности. 40 вперед, 15 назад, почти 19 лошадей на тонну. Не надо сюда турбину ставить, Йоху этой подвижности хватает. Плюс, давайте уж тогда поговорим о особенности Йоха. Это у нас вторая, так сказать, резервная гусеница. Да, это особенность Йоха. Если нам сбивает гусеницу, мы не остаемся на месте, у нас есть шанс отъехать назад. Да. Ну, если надо там куда-то спрятаться. Да, скорость задним хода уменьшится, но в любом случае вы не будете стоять на месте, а возможность заехать за угол у вас останется против всех абсолютно других танков. И это, конечно, плюс, безусловно. Но вот если у вас и вторую гусеницу собьют, чиниться вы будете долго. Это факт. По обзору у нас 450 метров, танк высокий, силуэт очень большой, и именно за этого, скорее всего, у нас такой солидный обзор в 450 метров. Вот. Машина интересная, опять же, с механизмами вот этими второй гусеницы, да. Интересная по бронированию башни, необычная. Машина редкая в рендоме, поэтому многие танкисты банально даже не знают, куда его прям на 100% можно постреливать. Выцеливают, стараются люк. Вот. И понятно, по понятным причинам он все-таки достаточно большой. Вот. Так что, ребята, предлагаю отправляться в бой. Давайте пощупаем Йоха, что он из себя представляет. Погнали. Так, господа, Йох у нас М5Y, топовое орудие. Фулл десяточки попали.
Хори 3, Яги, Бабахи. Хорошо. Хороший комплект сетап. Я поедем драться. О, я даже засветился. Дед у нас поехал с борта играть, да? От борта дедок поехал его. Ага, сейчас. Сейчас наших там дружно примут, я думаю. Наш сливается. Все. Смелый какой. Ну все, ты в ангар. Уже в хвоста зашли. Отлично. Кадир, ну уже сзади заряжается. Ну, ребята, ну это все, ну уже хори, все. 3500 дали, все, больше не дали, но бой говно.
В принципе, если бы наши нормально играли, можно было бы здесь и повоевать. Но наши зачем-то прям поехали, упоролись. Прям сразу сказал, сейчас их примут и переубивают. Так и произошло. Переигрывать бой не буду. Нормально мы тут постреляли. Пушка знатная. И топовое орудие. Но, как мне кажется, все-таки здесь, правда, такая в упор стрелялись. Вот в упор альфовая лучше. На расстояниях, если воевать, естественно, стоковое орудие будет поинтересней. Так что, какая у вас манера игры на тяжелых танке, такую пушку на Йохе и ставьте. Любите идти вперед, давить, ставьте альфовую. Любите играть немного на расстоянии, аккуратно, естественно, ваш вариант стоковое орудие. И та играбельная пушка. 100%. Так что, ребят, у кого есть Йох в ангаре, пишите свои комментарии, как вам эта машина, нравится, не нравится, получается, не получается. Вот, как по мне, обе пушки играбельные, вариации для вас, я думаю, теперь понятно. По пятибалльной системе четверку танчик заслуживает, на нем можно делать какие-никакие результаты. Вот, конечно же, подписывайтесь на канал, прожимайте лайк под данным видосом. И внизу напишите под видео в комментариях, какое вы используете оборудование. Я вам говорю, до скорых встреч. Пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.